Мать ведет не очень хороший образ жизни, уходит в запои. Хочу пью, хочу не пью, а хочет почему-то она всегда. Бутылки 3 в день. Водки? Водки. Как не часто каждый это бывает? день. Ну, не каждый, Ну, но... бывает там с пенсии. Идет там к сыну, начинает его Дим, 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 Дим. На выходные пиво там с рыбой. Пьют все. Потом, видимо, начала собираться опять за очередной дозой. Потом мы алкоголь убираем, а вот это уже кого трясет, у кого галлюцинации. Сашка, Сашка, пошли. Я говорю, тут нет никого. Ты его не видишь, потому что он невидимка. Это кто? Это брат мой. Тоже хочет с вами поговорить. Со мной? А вот почему? Давайте у него и спросим. Добрый день. И так зачастую мама с дочкой не могут найти общий язык. А вот когда между ними встают квадратные метры, пиши пропало. Ну, там, я так понимаю, это еще и усугубляется. Сегодня в нашей студии жительница Волгограда Елена Кочкина. Елена, здравствуйте. Здравствуйте. Что у вас случилось? С чем пришли? Ну, я обратилась в вашу передачу. Я чуть-чуть нервничаю. Чтобы помочь осознать моей матери, что у нее есть проблемы с алкоголем. Ага. Потому что, как бы, ну, мы хотели ее и на лечение отправить. Ей говорили самой бросить пить. Она говорит, я не алкоголичка. Хочу пью, хочу не пью. А хочет почему-то она всегда, когда имеются деньги. Ну, вследствие этого постоянно дома скандалы. Когда вы съедете отсюда, и как вы мне надоели, и все. А ей начинаешь говорить, вот, допустим, мы скоро съедем. Она звонит брату и жалуется. А что я буду делать одна? Они все уедут, а что я буду делать? И плачет. А сколько ей нужно выпить, чтобы до такого состояния дойти? Ну, человек может выпить, не знаю, бутылки 3 в день. Чего? Водки. Водки? Водки. Вот у нее так как-то получается, что она днем спит, а ночью пьет. И вот это вот ночные начинаются. Нам на работу стены тонкие, сразу по телефону кому-то звонить, во весь голос разговаривать. Идет там к сыну, начинает его Дим, 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 Дим. Я уже, ну, забегаю, говорю, ты не понимаешь, что человеку вставать в колледж идти утром рано, нам на работу вставать, ты весь день спать будешь. Так она одна пьет или у нее все-таки есть какие-то собутыльники? Ну вот год сейчас? назад она нашла себе, не знаю, жених, как его назвать. Ну, то есть они знакомые, ну, всю жизнь как бы в одном доме жили. Просто она его привела к себе жить, что ли? Он до пятницы работает, в пятницу приходит. Если нас нету дома, там мы все в колледжах, на работах, они сидят, пьют у нас. Либо у нее в зале, либо на кухне. Я, естественно, прихожу домой, начинаю его выгонять. Тогда он забирает ее к себе, там через подъезд в нашем же доме. И вот до понедельника они там. Слушайте, Пьют. удобно как. Ну, конечно. Его мать говорит, что моя мама его спаивает. А вы видите, что он ее я- спаивает? Ну, потому что он, вот я, допустим, могу в 9 утра проснуться от того, что я слышу голос мужской чужой. Он сидит, у него ни закуски, ничего, водку вот так вот с горла пьет. Слушайте, а мама буйная, руки распускает? Дерется? Нет, в этом плане нет. Там, скорее всего, вот она такой человек, вот она сидит, я не обращаю внимания, молчу, а она начинает вот так подковыривать, пока вот я просто уже вот так вот не взлечу, не встану. Вот я начинаю ее в комнату запихивать, она начинает орать, что я ее избиваю, я ее бью. Она вашей отрицательной энергией питается, по сути дела. Ну, вот, не может она подобие, без да, этого. этого. Она, я говорю, ты вот специально ждешь? Я, ну, сижу по-хорошему, говорю, иди к себе в зал, иди к себе в зал. Ну, А типа человек не иди к понимает, себе в- пока я не взорвусь. А иди к себе в зал, там пей, типа, да? Ну. Да уже что хочешь делать, только меня не трогай. Давайте посмотрим, как вы живете под одной крышей с мамой пьющей. Вы нам рассказали и показали. В этой квартире мы живем с моей мамой. Я, сын, мама, муж.
Мать ведет не очень хороший образ жизни. Не просто пьет, уходит в запои. Тут она вот отдыхает со своим собутыльником. Тут пепельница стоит, бутылка, стопки. Я каждый раз прихожу, открываю, а там уж запаха в квартире стоит, такого спертого перегара неоднодневного. Поэтому приходится и проветривать, и выветривать. Как после работы не приду, сразу у меня уборка. Человек весь день дома, человек не работает, ничего не делает. Я сейчас все уберусь, помою, завтра опять на работу приду, и, возможно, будет такая же картина. У нас все раздельно, вот это вот ее полка, тут только арбуз, дыня. Питаемся мы отдельно, потому что я готовлю, это все съедается на закуску. Вот я пришла с работы, она спит. Вот возле нее стоит уже пустая бутылка. Ну, так вот постоянно. Время было часов 9 утра. Я просто слышу грохот. Ее, видимо, занесло, вот это вот все посыпалось. Ну, я выхожу, она лежит. Не может доползти. Стулья тоже. Это все сломаны ими. Они бухаются. И вот сломали 2 стула. Все рушится, вот она ходит, все сшибает. Вот плитка поотлетала с ее заносов. Вот у меня тут фотография есть. Лет 15 назад. Нормальный, здоровый вид. Сейчас у меня тут все опухшее, ну, как отечность. Вот это вот, не знаю, алкашина. Человек живет для себя своей жизнью. На окружающих ей вообще безразлично. Ну, когда у нее запои. Слушайте, а когда она вот с этими собутыльниками со своими пьет, вы, может быть, пробовали полицию вызвать? Чужие люди в квартире. Имеете право? Вызывала полицию. У нас была ситуация года 3 назад. Я была на работе. И мне звонит сын и говорит то, что она домой каких-то алкашей привела. Ну, я, естественно, бегу, отпрашиваюсь. Я говорю, мне надо срочно домой. Я прибегаю домой, захожу в подъезд, там стоят просто, в подъезд, в квартиру, стоят вот такие баулы, вот эти вот клетчатые сумки, чемоданы. И я просто смотрю, она сидит на кухне с каким-то мужиком. Я захожу в свою комнату, и там вот такой какой-то халдерик встает. Я говорю, на моей разобранном постельном белье. То есть диван не собран, вернее, собран, но постельное белье лежит. Они, видимо, пили-пили, один приустал, ему захотелось отдохнуть, и там не разбирались, куда можно лечь, куда нельзя. И он вот так вот встал, ухожу. Ну, естественно, я начала кричать, это вообще что такое? Говорю, кто это вообще такие, почему они там с вещами, с рюкзаками? По итогу оказалось, это какие-то вообще как гастробайтеры. И вот она с одним из них роман закрутила. Господи, какая у вас активная мама просто. Да. Слушайте, мы с сотрудниками МВД Волгограда пообщались как раз, видимо, по этому поводу. Вот что мы услышали. В период с 2022 года по настоящее время в полицию города Волгограда от заявительницы поступило одно обращение по факту бытового конфликта с ее матерью, которая злоупотребляет спиртными напитками. Прибывшим на указанный адрес полицейским заявительница пояснила, что претензий к своей родственнице не имеет. От подачи заявления отказалась. На профилактическом учете в отделе полиции 60-летняя гражданка не состоит. К административной и уголовной ответственности ранее не привлекалась. Вы ее вылечить хотите? Мы хотим, да, чтобы она осознала просто... Слушайте, а где папа ваш? С папой они расстались, лет 10 назад. У него другая семья. А он от ушел? нее ушел, да, по той же причине, из-за того, что я сначала обижена на него была, потому что всю жизнь прожили вместе, как бы, там, в его случае я его любимая дочка. Ну, и как-то уже обида, когда ушла, начали с ним общаться, я у него спросила, говорю, а почему ты ушел? Если бы я не ушел, я бы спился уже давно. Для нее это ударом было, то, что папа ушел в другую семью? Ну, как бы да, и до сих пор, то есть... А она кем работала, когда вот маленькая бы были? Ну, когда крайние года, вот она при мне лет, не знаю, наверное, 15, если не больше, работала на рынке. Ну, обычно там окорочка. И когда перестала? Ой, ну она тоже уже, не знаю, лет, наверное, 15 не работает. Не работает? Не работает. Вот сейчас на пенсии живет, верно? Сейчас, да. Пьет, на пенсии. а не живет. А до того, как пенсию дали, на что она пила-то?
Но до этого она не пила, потому что, когда еще папа ушел, у нее, может быть, на каком-то нервном уровне, я не знаю, у нее катаракта пошла на оба глаза. И она не видела. То есть она из дома не выходила. Она могла только, ну, как знает квартиру, вот так вот ходить. А потом вылечили? хрусталик поменяли, потом да. мы, да, один глаз сделали, через полгода другой. Там уже Она прозрела ну, и там как и раз пошла бухать. Какая прелесть просто. Нет, там еще как раз и пенсионный возраст подошел. Все сложилось. А какие-то другие заболевания есть у нее? Ну, на данный момент нет. У нее, 3 бутылки не в знаю, день. в каком году была это, практически. гепатит у нее был. На фоне алкоголизма тоже. И тоже Гепатит? прошел. Ну, вылечили. Обалдеть. Вот мы сейчас позовем ее в студию. Я готов увидеть, по-моему, самого счастливого человека, который когда-либо приходил в эту студию. Одна проблема, дочка рядом, а так все было бы совсем хорошо. Но без шуток, давайте Ларису позовем сюда. И знаете, с чем она пришла? Она-то утверждает, что она в рот не берет вообще никак. А вот вы спиваетесь. А, я? Да. Лариса, идите к нам. Не пойду. Не пойду. Позову. Не хочу. Нет. Нет. Не хочешь. Ну, она, видимо, вот это все посмотрела, послушала. Ну, так а что же теперь делать? Налить? Не надо. Давайте, Юля уже за вами. Я не могу. Пойдем. Пойдем. Да не могу. Я Прекратите вы, я с вами пойду. говорила мне ж ноги не идут. Ой, кошмар какой. Вот. Кошмар. Вот тебе и кошмар. Да? Юль, помоги сесть, пожалуйста. Аккуратненько. Садитесь, садитесь. Ой, ну вы прям как это, по разные Сюда стороны иди. дивана Сюда. сели. Со мной садись. С вами сесть? Да. Хорошо. Давайте. Здравствуйте. Лариса Федоровна, вот Пьете? тут дочь на Каждый вас, день, регулярно. дочь на вас жалуется. Ну, по-серьезному. Я тоже могу на нее пожаловаться. Давайте. Вы же для этого приехали. Ну, Я вас- вообще-то не собиралась ехать. Ну, вас сильно расстроило за кулисами все Конечно, то, что я сейчас говорила выпила дочка. Да? успокаивающее. Она тут говорила то, что есть и нету. Так, а что, чего нету? Давайте так. Я что, должна запоминать? Меня аж трясет. Давайте я буду спрашивать. 3 бутылки в день, правда? Что, издеваетесь, что ли? Нет, я спрашиваю просто. Конечно, нет. 2. А сколько? Но это не каждый день. Ну, 2. Нет. А сколько? Ну, если одна, но не 2, не 3, не 5. Одна бутылка водки в день. Ну, Как не часто каждый это бывает? день. Ну, не каждый, Ну, но бывает там с пенсии, все. с пенсии. Ага. Да. А пенсия раз в месяц. Ну, да. Ну, то есть раз Ну, в да. месяц бутылку выпить и все. И все, да. А если пенсия была каждый день, пили бы каждый Нет. день? Нет, понятно. То есть у вас проблем с алкоголем нет? Нет, таких нет, как она рассказывает. А у дочки есть? У нее есть. Какие? Эпилепсия у нее знать после пьянки. Просто я не снимаю, как она любит это снимать. А если бы я ее снимала, там еще похлеще было бы. Она говорит, что вы ее все время из квартиры гоните, когда выпьете. Это правда? А она меня не гонит, она меня слепую выгоняла с квартиры. Спасибо, внук заступался. Говорит, не выгоняй бабу. Куда выгонял? Она мне куда? На улицу. А у нее толпами там приходили друзья, подруги. Одни уйдут, другие придут. А я в зале сидела слепая. Я вообще не выходила. Она это не помнит. А Понятно. вы их как по слуху слышали, что они приходят? Ну, конечно. Чё, они же сидят на кухне, пьют. Чего, не слышно, что ли? Слушайте, ну вам проще будет, если вдруг они съедут. Все-таки другая... Так они история. никак не съезжают. Они обещали снять квартиру и не снимают. Теперь зять мне говорит, подожди 2 года, потерпи, я накоплю, дом куплю, и мы съедем. Будешь спокойно жить. А сколько у вас комнат в квартире, 3. кстати? Я в зале, внуков в спальне, они в спальне. Вот смотрите, мы посмотрели уже вашу квартиру, да, но это дочка показывала. А теперь давайте посмотрим, как вы относитесь к тому, как вы живете. Потому что вы нам тоже показали. Здесь мы живем, проживаем 47 лет. Хорошо живем. С дочкой, с зятем и с внуком. У меня все есть, ну, счастья не хватает такого мужского. А так все хорошо. Меня все любят. Я всех люблю. Ну, нет у нас сейчас семьи. Из-за ревности к сыну. Она меня ревнует, ну, то, что я думаю, что я люблю больше Павлика, чем
ее. Я ее так же люблю, как и Павлика. Абсолютно одинаково. Не могу. С сыном у меня хорошие отношения, а с дочкой нет. Не знаю, как наладить. Она вот как камень, не пробивший ее. Больше ничего не могу говорить. Так вы считаете, значит, что все дело в ревности, что дочка ревнует к брату? Я с роддома принесла его, они у меня 1 год и 5 разница. Развернула, говорю, вот твой братик. Она его шлеп и побежала. И вот до сих пор, вот твой Павлик любимый, вот он хоть что Так сделает. вы говорите, что разница Ты 1,5 все- года. Конечно, Ну, она его 1,5 шлеп. года, наверное, я его должна была, не знаю, на руки взять. Сын где? В Турции живет, работает. А деньги присылает вам? Мне помогает хорошо, да. Ну а как он тебе помогает? Она ему звонит, говорит, мне надо. Он говорит, я тебе денег Потому не что у меня дам. полпенсии из-за кредита Пиши Ленке высчитывают. У меня список, пенсия я ей 12 скину, тысяч. она пойдет, все купит. 2 месяца так было. Ну и Ты чё? начала ему звонить, плакать и говорить, я почему как сижу, как не знаю Ну, кто, то есть- я хочу сама пойти на рынок выбрать. Конечно. Он тебе скинул, вернее мне, я тебе их отдала, и в этот же день ты и они у запила. меня, я ему показала, прислала эти деньги, говорю, вот, Павлик, твои деньги, я еще не истратила. А бутылки ты им Подождите, а у вас прислала? пенсия сколько? 12. 12. А за что вы половину отдаете? Кредит. А за что кредит? Ну, я где-то балкон стеклил, брала кредит. А, то есть у вас полпенсии высчитывают за кредит, Да. остается 6 тысяч. Да. Ну, конечно, тут надо, чтобы дети помогали. Он присылает вам что-то, а дочка помогает? Нет. Вот вы там пожаловались, что у вас мужского счастья нет. Имели в виду, наверное, мужчины просто. Но у вас же есть. Да нет, и есть и нету. Она меня гонит, иди к нему живи. Он тоже с мамой живет, это тоже 3-комнатная квартира. Иди к нему живи. Говорю, что-то к нему пойду. Замуж я не собираюсь. Почему? Уже не хочу, хватит. 30 лет было. Так он хороший мужик-то? Нормальный, работящий мужик. А пьющий? Ну, выпивает, да. А вы с ним? По выходным, да. То есть, получается, мы сейчас пришли к тому, что вы пьете раз в месяц с пенсии. Нет. И еще ну, по выходным, потому я что с ним он же не пьет. каждые выходные встречаюсь. Почему? Потому что иногда не хочу, просто дома хочу. А вы сидеть. такая, да, капризная. Ну, не хочу с тобой сегодня встречаться. Да. Вы же еще и с внуком живете, верно? Да, А вот когда вы конфликтуете, внук на чьей стороне? на моей. Вот давайте у него и спросим. Он, к нам Он сейчас приехал. не будет, он боится ее. Да вы что? Таким меня терминатором тут оставляют. Дмитрий, идите к нам. Я очень устал от постоянных конфликтов между моей бабушкой и мамой. Устали? Чего? Так. Что ты сказал? Бабушка сказала, что вы боитесь мамы и будете нам сейчас нещадно врать в этой студии. Я? Да. Я не боюсь. Вот давай только честно скажи, как часто бабушка пьет? Каждый О, ну день. как скажу. деньги появляются, Ой, честно у прям. меня прям деньги появляются каждый день. Так тебе ухажер дает каждые выходные. Дмитрий, а вот из-за чего чаще всего ссорится-то мама с бабушкой? Ну, обычно бывает так, то, что когда если бабушка выпьет, она подходит к моей маме, к отчиму, и, ну, типа, начинает говорить, это моя квартира, что вы тут сидите. Я же говорю, будет сейчас Ну, против меня начинает. переть. Понятно. А вы как-то реагируете на бабушкино поведение? Ну, я не особо пытаюсь с ней реагировать, я пытаюсь отдалиться от всех во время такого-то конфликта и сесть в своей комнате. Смотрите, мама говорит ваша, что бабушка пьет, а бабушка вышла и сказала, что пьет ваша мама. Кто из них пьет и кто из них скандалит? Вы можете нам сказать? Обычно, если мама выпивает, она как бы не скандалит. Она сидит на кухне там с отчимом, общаются, выпивают там на выходные пиво там с рыбой. Ну, и да, идут спать ложатся. А, мама-то часто выпивает? Ну, не сказал бы то, что прям часто, но когда, допустим, у Когда отчима выходная. 6 дней выходных, а 6 дней рабочих, 1 выходной, в воскресенье, они собираются, с мамой сидят, выпивают. Пивко. Ну да, пиво. Значит, Ну, отчим может там тяжелее выпить, у него 1 выходной всего за неделю, Отчима. за целую неделю. А мама только пиво? Мама пиво обычно пьет. Ага. Лариса, А бабушка? воскресенье. Вот бабушка А я как? сижу в зале. Она в зале сидит. Вы знаете, ну когда она дома, вот вы ее уличили в том, что она все время вас снимает. Она любит снимать, А я да. это делаю для Брат у того, меня я даже отсылает объясню. всегда. Потому что когда тоже вот тебя буду звонит, снимать теперь. помолчи, звонит Да ее что брат, ты, допустим, помолчи, деловая. либо мой брат. Я начинаю рассказывать, вот я брату говорю, ты Они далеко? не верят.
Они не верят. И я это специально делаю, потому что я им скидываю и Смотрите, говорю, ну и вот что, кто? это вы брату скидываете. А нам-то зачем дали? Чтобы мы на всю страну показали? Ага. А потому что я пару раз я снимала, и потом, когда она протрезвела, пришла в себя, я скинула это ей. Я думала, может, у нее как-то там совесть заиграет, там, А ну, она? стыдно станет. Ну, то есть сейчас Нет. вот мы в студии Первого канала посмотрим ваши записи, и ей точно станет стыдно, верно ведь? Мне Я кажется, видела должно уже, быть. не надо мне показывать. Ну, мы посмотрим, раз уж нам дали. И вы почему видели нет? уже. Я еще нет. Правильно, куда хочешь. Я отказался. Время рань с утра, она уж нажралась, падает. Ну, встать не может. А ты не можешь тоже встать. Когда ты падаешь, себе не снимают. Ты уже неделю в таком состоянии. Пускай дядя Вова посмотрит. А я тебя не снимаю никогда. Вставай, давай, тебя ждут, а? Ты трезвый будешь, тогда будем обниматься. А когда я тебя больше не увижу? Ларис, я приехал, тебя перегаром разит, и я уезжаю, тебя перегаром опять разит. Это нормально, ты считаешь? Нет. Объятия вот эти, это нормально? Нет. Ну а что тогда так делаешь, если это ненормально? Это называется алкоголизм, это болезнь, а ты ее не признаешь. Дядя Вова, это кто? Это брат мой. Владимир Федорович, верно? Да. Он у нас на связи просто, тоже Я хочет знаю. с вами поговорить. Со мной? Вот да уж, он не понаслышке знает, что квадратные метры буквально вам голову вскружили. А вот почему? Давайте у него и спросим. Здрасте, Владимир Федорович. Добрый день. Да, в чем причина алкоголизма Ларисы? Или у нее нет алкоголизма? Да, алкоголизм присутствует, конечно. Но причина здесь, вы знаете, это все началось не как-то неожиданно. Это все приобреталось в течение многих десятилетий. Просто после работы отдыхали, так пиво понятно. пили. Вот потихонечку, и это... Но она не признает свою болезнь, правильно? Ведь это самое сложное. Ну как, вроде позавчера мы с ней разговаривали, она сказала, что признаю. А что вот согласна лечиться. А в студию вышла и сказала ничего подобного. Нет, я сама не буду, да и все. Вот не буду, да и все. Слышите, что Нет, говорит? ну это дело в том, что вот эти заявления, что я пить не буду, не только я слышал много раз. Я уже уговаривал. Каждый раз приезжаю я, разговоры ведутся такие. По телефону часто очень ругаемся. А квартира вот эта, в которой они живут и друг друга периодически из нее выгоняют, это вообще чья квартира? Это квартира государственная. Она не приватизированная. То есть это муниципальная. А кто ответственный квартиросъемщик? Ну, я не знаю, кто. Ну, наверное, Лариса, наверное, съемщик. Но дело в том, что когда эту квартиру получали 100 лет назад, в общем-то, там многие были вписаны в ордер. Но это не имеет никакого значения. Вы же прекрасно понимаете, если квартира не приватизирована, на нее имеют права только те, кто там живет. А вам, почему, кстати, вам Лариса говорила, почему не приватизировали? Я могу сказать, потому что меня точно выгонит. А на мою долю там кого-нибудь пустят, квартирантов. Вот так вот. Я не хочу, поэтому я ее не приватизирую. Понятно. А вы-то на эту квартиру, надеюсь, не в претензии сами? У него дом. Что мне на нее претензии какие-то сейчас предъявлять? Ну, знаете, как мало. Я жил одно время в Волгограде. Мы приезжали всей семьей. Жили год. 3 семьи, 10 человек на 50 квадратных метрах. Вот в этой квартире вы все вместе В этой жили? квартире, да. Мы решили переехать в Волгоград, потому что моя сестра с мужем должны были уйти к родителям мужа, когда она только замуж вышла. Но они не ушли, и мы остались. И через год этого совместного проживания, это нереально просто было жить, я с семьей уехал оттуда. Уехал опять на пустое место и построил дом в течение нескольких лет. И мне хочется приезжать в Волгоград, приехать, просто с вами общаться как с нормальными людьми, а не быть свидетелем каких-то ваших разборок. Спасибо вам большое, мудрые слова. Очень не хватает здесь, конечно, вашего мужа, потому что у меня к нему простой вопрос. Зачем терпеть 2 года и ждать, когда он деньги скопит на дом, когда уже давным-давно можно было съехать в съемную квартиру и оставить маму в покое? Я не хочу съезжать, потому что если мы съедем, то
от квартиры ничего не останется. Да что ты Если у говоришь? нее есть уже такой опыт, что она привела двоих каких-то... Наша съемочная группа, как всегда, сняла нашу любимую рубрику, Я знаю. про людей, которые знают Соседи. все. Давайте их послушаем. Ничего они не знают, они уже старые. Я проблемный из алкоголя в этой семье, вот и все. Дочка пьет, и мама пьет. А мать вообще наша. А ее муж давно от них ушел. Ну, по причине. Алкоголизм. Единственное, что всегда ругаются. Ты особо не выпивающая, не так. Мама, может быть, и выпивает, но тут, как она выпивала раньше, такого, конечно, нету. Но, может быть, она может и закончится, потому что дочь рядом смотрит. За продуктами следит и за уютом в доме. Лариска, я не знаю, выпивает, но мы не слышали, что там кто-то жаловался на нее, дебоширка какая-то. Людей зачем он говорил? Мы ничего плохого не можем. Что там у них? Это наружу не выносит. Ларису я видела вот так, чтобы пьяной. Она сидела на лавочке, вроде как это ей было хорошо. Ну, как бы человек выпивающий. Ну, а так, чтобы каждый день или прям вот что-то такое, не могу сказать, потому что не видел. Дочь-то, она вроде как не сильно выпивающая, работающая, и ребенок у нее. Я так и не поняла, кто пьет. Честно. Пьют все. На самом деле можно провести анализы. Если раньше это надо было доказывать, ловить, ждать, пока человек что-то совершит, сейчас можно посмотреть карбогидрат-дефицитный трансферин и просто вот в анализе показать, что маркер хронического алкоголизма. Поздравляем, вы выпиваете регулярно. Конечно, бытие определяет сознание. Мама уже очень давно пьет. Дочка начала как-то допинг принимать, чтобы, наверное, как свое психическое состояние подравнивать в те немногочисленные выходные. Ну, однозначно я хочу маму пригласить на лечение. Если у вас какие-то сомнения, я действительно на уровне анализов, соотношения печеночных ферментов вам покажу, что у вас состояние тяжелое, уже сосуды не выдерживают. Вот эта классика, сосудистая сетка на лице усиленно пьющих людей. Очень отечные руки, возможно, проблемы с почками. Поэтому вы просто не обследовались толком. И не знаете, что с вами происходит. А можно вам вопрос Да, задать? пожалуйста. У нее была такая ситуация, она была, ну, тоже пила там несколько дней, потом, видимо, начала собираться опять за очередной дозой. Я сижу в комнате, я слышу, она с кем-то разговаривает. Хотя она вот не это, пьяная. Я выхожу, она: Сашка, пошли. Ну, вот это, Ну и ухажер чего? ее, Александр, пошли. Я говорю, тут нет кстати, никого. кстати, Она мне вот, говорит: ты хороший- его не видишь, потому что он невидимка, ты его не можешь видеть. Хороший вопрос. Василий, у нас почти вся страна убеждена в том, что горячка приходит в момент, белая горячка вот эта, в момент опьянения. Но это ж не так. Но это В момент опьянения это опьянение. Вот человек становится агрессивным, выгоняет из дома, меняется. А вот все психозы, слуховые галлюцинации, они как раз в момент обрыва приема алкоголя на трезвую голову. Потому что алкоголь тормозит, мозг начинает сопротивляться, вырабатывать возбуждающие нейромедиаторы глютамат. Потом мы алкоголь убираем, а вот это уже кого трясет, у кого галлюцинации, кому слуховые, зрительные. Это уже состояние абстиненции. Действительно, пьяный человек, вот, он значит, просто пьяный. галлюцинация от этого. Там все дефекты характера вылезают. Нет, она мне и на работу раз звонила. Приходи домой, я боюсь, там кто-то у меня под диваном живет, он меня за ноги хватает. Я говорю, никого там нету. Домовой. А может, поэтому я тогда возле дивана уношу пустые бутылки? Это, может, домовой Это домовой выпивает? пьет, а не она. Ларис, ну мы к тому, что вы классная, ну у вас характер прикольный, такой непростой. Язык подвешен, с юмором все в порядке, мужикам вы нравитесь. Ну, хотелось бы, чтобы это подольше все продлилось. Василий, то есть вы предлагаете бесплатное лечение? Я предлагаю обследоваться, вот убедиться, что проблемы есть на уровне просто анализов. Я ничего не собираюсь сдавать. Я общалась перед передачей с вашим внуком. Он сказал, что он верит, что бабушка вылечится, и что у него будет нормальная бабушка, такая, какая она, когда она трезвая. Он очень любит вас. И мне кажется, это очень важная мотивация для того, чтобы заняться своим здоровьем. Подумайте, пожалуйста, о том, что, в общем-то, ваши близкие, они за вас переживают. Они же не просто так здесь. Лариса, в этой семье вы на правах старшей должны все-таки нести ответственность, взять на себя. Виноваты вы. Почему у вас не сложились в последнее время взаимоотношения с дочерью, мы не будем углубляться. Но
Они превратились пока вот в такую, знаете, кошачью свору. Вы на мать, вы на дочь. Ну, может быть, вы включите голову, пожалуйста. Займитесь оформлением квартиры. Пускай дочке квартира, и она мне не нужна. Ну, пока она никому не принадлежит, понимаете? Вы мучаетесь, дочь мучается, внук мучается. Так вот, она же сказала, она боится, что ее выгонят. Кто ее выгонит, непонятно. Непонятно, ты. А можно, да, вопрос? А у вас в квартире кто зарегистрирован? Вот мы все и сын еще, все, 4. Почему не хотите ее приватизировать? Потому что она меня выгонит, я же сказала. Ну, ваша доля точно там будет, вы за это не переживайте. Потому что все люди, которые прописаны в этой квартире, получат равные доли. Никаких проблем в том, чтобы приватизировать эту квартиру в равных долях, у них нет. Здесь У них только нет долгов никаких нет. проблем. И в том числе даже не приватизированную квартиру, если имеется такое желание, можно Расчетный счет оттуда разделить выселить, просто. да, Или человека. выселить, да. В том числе вот у вас кто оплачивает коммунальные Мы услуги? пополам с ней платим. У вас вы долгов же пополам. нет? Нет. Ну вот, прекрасно. Идите да приватизируйте. А вы хотите пойти просто кровь сдать и обследоваться? Ну, да, я не хочу. Почему? Я не хочу. Ну вот вам Василий предлагает. Это совершенно бесплатно. Вообще это Ну, я очень тоже дорого могу стоит. бесплатно и у нас сдать кровь. Ну нет, это в хорошей клинике, надежной. Нет, не пойду, не уговаривайте. Ну в А итоге я это вам- все закончится по ножовщине. Нет. Да, как Поножовщина, всегда слушайте, заканчивается. поножовщина может не закончиться, я скажу, чем это закончится. У вас уже был гепатит на алкогольной почве. Начнется ожирение печени, а может быть, которое перерастет и в цирроз, это раз. Потом алкогольная нейропатия начнется, вы перестанете ходить. Вас, во-первых, сейчас не прям в клинику предлагают лечь уже, лечиться. Хотя бы обследование сделать. Обследование никогда не помешает. Давайте с обследования начнем. Можем? Нет. Жаль.